собираем малину. Это, можно сказать, такая полудикая. Она не в лесу, но и не в огороде. И дикая малина, она, как правило, не крупная. Но зато очень сладкая. Полезная. Катя, мама меня еще учила. Окрошку делаешь, лук, желтки яичные, ну и вот хрен. Это надо все толкушкой, пестом растолочь. С какой целью? Ну, говорят, что лук зеленый, укроп, это выделяют они витамины, жидкость-то выделяется. И я вот с той поры всегда толку лук, желток, хрен, укроп, а только потом уже добавляю остальные ингредиенты, и она окрошка настаивается и будет очень вкусной. Сегодня у нас холодная освежающая крошечка. Это летом прямо вообще за милую душу. Катя забралась повыше, сегодня работает на высоте. Аккуратная работа. Что там вообще, ага, все. Тут вообще все отваливается. Просто слоем таким сходит. Убирай все, что отходит, все убирай. Да, мне бабушка велела такой немножко. Может, кроме краски ничего не было. Так подмазали. Одну сторону печи я полностью обработал. Вот так вот она сейчас выглядит. Здесь остался только один угол, более-менее целый. Здесь же все у нас слезло. У нас начал прокрапывать мелкий дождик. Этот дождь называют грибной, потому что светит солнышко. И вот тем не менее идет дождь. Коз накормили, кур накормили, свиньи едят. Все сытые, все довольные. Особенно вот этот вот пятак, самый большой. Вот так вот сейчас выглядит небо. На нас движется туча. Уже гремит гром.
Так периодически где-то вдалеке. И скорее всего опять будет гроза с дождем. Вот это чувствуется, что уже рыба настоящая. Посмотрите, друзья, какие хорошащие кусочки. Это все мясо. Сегодня будем варить уху из филе. Катя, кстати, до сих пор икает, если вы слышите. Сегодня Катя как в походе. В лесу не были, а вот у костра посидели. Наваристая чувствуется. Ну, конечно, столько рыбы положили. Погода сегодня хорошая, жаркая, но уходят вот такие небольшие тучки. Надеемся, что дождя не будет. Катя уже вооружилась граблями, и мы начинаем. Только мы начали грести, и сразу же загремело. Ну, что-то вообще гремит так. Это на нас как раз. Мы только грабли взяли в руки. Не знаю, успеем, нет, но надо продолжать. Все, успеем. Гремит. Может, обойдет стороной? Может, как-то странно, куда уходит. Никита ушел разбрасывать волки. Дождик усилился. Чтоб сено не намочилось сильно, нужно его немножечко поразбросать.
Все еще сыпется. Тут, где сено поплотнее, где сено побольше, вот оно еще снизу немножко сыроватое. Сейчас перевернем его, чтобы обдувало. Сейчас у меня буквально 5-минутный быстрый перекус и снова за работу. Катя сейчас мне накладывает пюрешку с котлетками. Там вон еще салатик есть. Если хочешь, есть еще окрошечка. Катя, кстати, закончила уже соление, варенье свои катать. Сейчас пойдет нам помогать. Вот такая мягкая пуховая перина. Изначально, когда сюда только залазишь, проваливаешься вообще прямо ощутимо. Потом все жестче и жестче встает, когда притаптывается. Ай-яй-яй, папу кусает, ай-яй. Чуть его кусит. Ай-яй-яй, кусает папу. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, папу кусает. Кусай, ай-яй-яй, ай, больно, больно, ай-яй-яй. Ай, больно. Выпустили тайгу, довольная, бегает. Тайга.
фотобои. Такие зелененькие. Ну это раньше модно было. Я помню, у меня у бабушки были фотообои, короче, с этими. У меня здесь тоже фотообои. Да? Кусочек какой-то. Шла один красноголовик. Охота мне губницы поесть. Ну, давайте сварим, сделаем. Мы сейчас Да, надо насобирать. Ани, ну-ка быстро. Вниз. Я думаю, что мы их сейчас выпустим. Ничего, тут пылища поднялась. Катя уже вовсю белит печку. Начала она сверху, с трубы. Ну и побелим мы ее, наверное, раза на 3 где-то. Ну да, наверное, где-то так. Ну вот сейчас вот белю вверх. Вот здесь вот хорошо, кстати, звездка прилипает. Мне кажется, если сегодня она подсохнет, то и на второй раз побелим. Вот, ну сейчас тоже белим вверх, потом я белю вниз, ну а потом уже будем судить по ситуации, смотреть. Вот с таким довольным выражением лица Катя белит печку.
У нас тут еще неподалеку от дома комбайн убирает урожай. Тут поля. Катя делает последний штрих. И все, друзья. Все окна закончены. Ура! Солнышко уже садится. Нам еще надо управу делать, идти, управляться. Но мы наконец-то добили. Сегодня мы все отодвинули, просто все дела. Надо сейчас покушать еще будет. Вот так вот выглядит общим планом. Катя там еще ходит, мазюкает немножко. Говорит, осталась краска. Но все-таки, как мы не пытались тютелька в тютельку уложиться с краской, у нас не получилось. Все равно краска осталась. Ну ладно. Сразу такие комки. Все, вот он. Так, я надеюсь, он не взорвется у нас. Вот, друзья, вот такой арбузик. Красота. И это вот именно, понимаете, это выращено своими силами, своим трудом у нас здесь, на Урале. Этот арбуз, то есть это придает такого антуража. Ну что, Катя, я вот прям держу, он такой Как чувство. думаешь, сколько он весит? Ну так не скажешь, но пару килограмм-то он весит, наверное. Так, обмываем наш арбузик. Главное его сейчас не уронить. Ой. Главное, чтобы он был вкус сладкий. Он сам трескается. То есть я вот почти, вот, трещина сама идет. Надо. Красный. О, О, какой хороший. друзья, посмотрите. И корочка не такая толстая. Да. Ну и Пахнет-то как. пахнет настоящим арбузом. Здесь здорово не обрезай, волосики, то обрезай корешки. И все. Раньше, ребята, всякие осени бывали. Вырежешь лук его с трудом, он еще сырой, как говорится, из сырой земли. Лежит, не просохнет, воздух очень влажность высокая. И вот приходилось даже на русской печке пересушивать лук. Я вот так и скажу. Сами-то для себя все равно будете садить, так запоминайте все это, ребята. Ведь жизнь-то вы должны в жизни все уметь делать. Один горюет, семья воюет. Вот видите, как быстро дело-то у нас двигается. Так вот. Вот сало на ольхе коптится, у него вот эта вот кислинка, когда я вот вообще ее люблю.
Вот такая у нас картошка в этом году. Встречается всякая, есть и крупная, есть и мелкая. Мы ее сейчас с Катей сортируем по ведрам. Идет крупная на еду, средняя на сады. На сады и мелочь. И мелочь, да, собираем. Вот сейчас первый рядок прошли. Ну, копалка более-менее настроена. Там ее еще сейчас подкручу немножко. Первый рядок прошли. Что вот, ну, ветер хороший. Никита проходит новый ряд, это уже 4-й. Работать сегодня просто одно удовольствие. Картошка чистая, сухая. Ее не надо чистить от земли, от грязи вот от этой. Разные годы бывали. Бывало вообще копали каждую картошину, приходилось чистить. Сейчас светит солнышко, ветерочек обдувает, дело идет быстро. Добрались мы уже до разноцветной картошки. Она сейчас еще идет в перемешку, пока с желтой, с простой, которую мы до этого копали. Есть вот розовая, есть фиолетовая. Такая красивая, да? Вообще огромная еще такая. Вот значит мы с тобой сейчас находимся на середине поля. Картошки у нас, кстати, 90 дней. Или кроты, но это хомяки. Это вот те, которые ты рядком так ложь. Не то, что уже идет и чтобы удобнее было брать. Так вот пойдешь. Это вот все можно. Вот что наделали хомяки-то. Много загладали морковки-то. Так вообще не говори, тут вон сколько поеденных. И свеклы много загладали. Хорошо сегодня солнышко, Никита, так подсохнет морковка хорошо. В первую очередь сейчас пока выбираем более-менее такую вот крупную морковку, которая у нас пойдет на еду. Мы ее будем спускать в яму, которая не поглоданная. Ну, в общем, вот такая вот морковочка. То, что нам будет на зиму на еду. Самые первые уже прибежали пробовать ботву. Козы там в телеге копаются уже. Вот недалеко они от горных-то козлов ушли. Тоже прыгают. Никита занимается установкой нового освещения. Изначально у нас здесь висела вот эта лампа старая. Вместо нее мы решили сделать 2 лампы. Вот таких вот тоненьких. Так, ну все, второе я тоже сделал. Вот, значит, купили вот такие лампы. Я не знаю, светодиодные они, наверное. С таким вот тумблером. Все, они работают от сети 220. То есть вилку втыкаешь. Сейчас мы вам все покажем, как это будет работать. Так вот, значит, они у нас устанавливаются.
хотим поделиться с вами новостью. Вчера мы продали одну козу. Вы, наверное, уже догадываетесь, какую козу мы продали. Самую вредную, самую главную козу, которая была вожаком всей стаи. Это такая рогатая коза, у которой были на рогах шланги. Сейчас у нас осталось 5 козочек. Ну, 1 козел и 4 козы. Сегодня они у нас на новом месте ходят. Мы их загнали в огород у второго дома. Но это даже уже не огород. Мы здесь косим траву, ставим сено. Плюс у нас здесь такой небольшой фруктовый сад, можно сказать. Листва с деревьев уже почти опала. Березки вон голые стоят. Одна такая еле-еле листочками покрытая. Небо за лесом такое хмурое, синее. Листвянки, кстати, еще желтые. Я говорю, рыбаки ездят. Коля. Выглядит очень аппетитно. А запах какой стоит. Сейчас можно уже пускать слюни, начинать. Надо быстрее их пробовать, пока они горячие. Горячее мясо, оно самое вкусное. Вон тут, смотрите, сколько соуса плавает. Очень вкусно. Мясо получилось очень сочным и мягким. Катя даже долго говорить не могла. Ну, в том, что получится вкусно, я не сомневался. Потому что все равно периодически готовим. По соли, по специям я угадал вроде. Ну, мне кажется, да. Ну, плюс вот этот вот соус сверху, он вообще как бы вкус так меняет хорошо. Ну, как бы... Он встает, он как карамелизуется немножко, этот соус. Угу. Вообще получается вот то, что нужно. Как вкусно пахнет. Вот такой хороший вилочек. Капустка у нас поздний сорт посажен. Луки большие. Вот такие вилочки. Увесистый. Я думаю, 2-3 килограмма-то точно будет. Плотненький вилок. Соберем их. Хороший вилок. Килограммов 5. Здесь тоже такой тяжелый. Да. Разгружаю первую тележку. Здесь вся наша капуста. Маленькие вилки мы будем использовать на еду, а побольше уже потом на засолку. Козы сразу же тут как тут. Ванька залез на самый верх. Он обычно тихоня. Сегодня что-то сразу наверх полез. Ох, как давно они ждали этот зарод. Он стоял у них вот здесь прямо за забором. Они на него долго косились. Вот такой тортик у меня получается. Хорошо нужно смазывать его сметанкой. Так любит Никита, чтобы было пожирнее. Так, кладем последний коржик. Ну, тортик у нас получился достаточно высокий. Успеваем съедать маленькие крошечки. И хорошо обмазываем сверху, чтобы крошечки у нас прилипли.
И вот он, последний этап. Посыпаем все крошкой. Чайник у нас потихонечку закипает. Мы тут накрыли вечерний стол. Торт, чай. Катя сидит, читает. Сейчас посидим, чайка попьем и, наверное, будем ложиться уже спать. Вот такой у меня котел на 6 киловатт, 3 тены. Котел небольшой. Значит, у него идет подключение сверху. Вот она резьба. И сбоку. Вот так вот выглядит насос, который будет гонять воду по системе. Здесь указаны стрелки, куда будет двигаться вода. Значит, этот насос имеет 3 мощности. Первая, вторая и третья. Так, сейчас занимаюсь пайкой деталей. Очень такая работа. Главное не испортить. Нарезала шоколадный корж большими кубиками и тут же покрошила остатки от белого бисквита. Сейчас обмазываем основание нашим кремом, чтобы оно не было сухим. Вот так вот чуть-чуть. Сейчас наши кубики переносим в миску и хорошенько перемешиваем, чтобы они все пропитались в этом крему. Выкладываем последние кусочки. Растопила шоколад. Вот последний штрих. Поливаем все сверху шоколадом. Вот так вот полосочками в разные стороны. Котел мы уже запустили. Работает он у нас на одной тене пока. То есть это 2 киловатта получается. Утечек нигде никаких нет. Я все проверял. Тут тоже все нормально. Где изначально у нас подкапывало. Точнее, не подкапывало, там даже целая струя была. Да. Сейчас все нормально. На горячую оно еще разойдется. Там точно никаких утечек не будет. У нас здесь произошло небольшое ЧП. Мы пошли с Никитой до леса прогуляться, взяли с собой тайгу. Она решила переплыть речку. Она находится сейчас вот на том берегу, а обратно плыть уже не может. Вон Никита уже идет с лодкой. Сейчас поплывет за тайгой. Тайга у нас к лодке не приучена. Никита пытается ее сейчас усадить в лодку, но пока что все безуспешно. Ура! Наконец-то все разрешилось. Тайга решила плыть сама в лодку, так и не села. Оп, давай. Все. Ура! Тайга, ты на этом берегу. Тайгуша! У тайги сегодня был большой стресс. Где-то у меня есть кусок хлеба в кармане. Дам-ка ей сразу сейчас. Ну все. Переправили. Ай, куда ты поехала? Сейчас все застывает сразу же. Вон. Вода на лодке. Вот это вот все застыло. Тут как она сейчас как санки катается.
О, как вкусно пахнет мясо. И посмотрите, друзья, какие булочки получились. Сейчас Вот это хлеб меньше отдыхает. получилось немножко. Ну да, чуть-чуть поменьше. А эти одинаковые. Угу. В прошлый раз у тебя было, что одна больше. большая. Да, а две одинаковые. Так, ну пускай он отдыхает у нас под полотенцем. Но я считаю, что мы сегодня не просто так собрались и отмечаем день рождения у Никиты, моего Ага. внука. Мы тут разъелись уже пельменями. Ну, я, Никитушка, хочу тебя поздравить. Храни тебя Господь от тяжкого недуга, от злого языка и мелочного друга. И дай тебе Господь, Никита, коли это в его власти, здоровья, долгих лет и много-много счастья. Теперь Хватит. главный номер Хватит. вечера. Торт в исполнении Екатерины. Тарелочки под торт Мне там. немного. Вот таким интересным способом мы достаем капусту из ямы. Этот вилок побольше. О, Мы решили в одну кастрюлю сделать капусту мелко порубить, а во вторую кастрюлю сделаем такой длинной лапшой, как соломкой. Сейчас вот мы пока ее режем мелко. Кочерышка это уже остается. Мы раньше кочерышки ели. На, уберешь, тут срежешь еще, туда положишь. Переворачивай ее. Вот, Катя, говорят, сегодня холодно будет. да. Холодно ночью будет. Похолодание на неделе ожидаются. Надо, знаешь что, берегите ноги, берегите, не студитесь, берегите себя. До минус 20 обещают на неделе. Мне уже готовится новая порция капусты на проминание. Это я закончил. Вот, кстати, получилось вот так вот. Делаем его побольше укропчика. В разные края долго. Да, я его потом все тут размешаю хорошенько. Все высыпать? Весь мешок? Давай весь. У нас укропа много наморожено. Все равно там куда-то в супчик так добавишь, а за зиму-то его весь и не сдержать. Мы сколько мешков его наморозили. Так что в капусточке он точно лишним-то не будет. Давайте вот еще этот вилочек вот изрежем, Катя. И, пожалуй, нам хватит. А потом уже на другой раз будем в банке мариновать, да? Да. Вот и А у все. нас войдет это все-то? Пойдет. Это немного. Ты мне хорошо. Но Не, Да и не так надо. хорошо мне. тут немного, Никита, этот вилочек вот небольшой. Вот они, две наших кастрюли с капустой. Здесь вот рассол такой красненький получился. Это из-за свеклы. Сюда свеклу мы не клали. Сейчас наша капуста будет стоять примерно 3 суток. Мы сейчас тут все прибираем, убираем. Здесь все было усыпано капустой, морковкой. Все летело в разные стороны. Квасили мы капусту целый день. Красивая